Приветствую всех, друзья. С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшнее гадание у нас посвящено гаданию на 4 королей, на загаданного мужчину любой масти. Соответственно, водной стихии, огненной стихии, воздушной или земной. Можно гадать осознанно. Земная стихия. Такой король — это тельцы, козероги и девы. Огненная стихия — это, по сути, трефовый король, это бубновый король. Трефовый король — это огненные львы, овны и стрельцы. Водные — это червовый король, по сути. Это будут у нас рыбы, это у нас будут скорпионы, и это у нас будут раки. И водолеи или короли пиковые. Это будут, соответственно, близнецы, водолеи или весы. Погадаем в закрытую, но вы можете выбрать одного какого-то человека, мужчину, естественно, это сегодня чисто для женщин у нас. А можете выбрать парочку или всех 4 и сравнить, какие мужчины что от вас хотят и что думают, и так далее. Да? Тайм-коды найдете в описании, а также в описании вы сможете найти много другой полезной информации, а также в закрепленном комментарии. Итак, уверен, что вы настроились интуитивно на расклад. И мы начинаем. Первый король у нас король пиковый или король близнец, чистый водолей, или весы. Обычно этот мужчина очень умен. Обычно он даже не сколько умен, он даже силен. Часто может нести в себе потенциальную угрозу, опасность или даже преследовать. Обладает характером, таким потенциально психопатическим. Да? То есть любит контролировать, любит все считать, пересчитывать, учитывать. А может быть злопамятным. Да? Но хорошими чертами его то, что если вы с ним не ссоритесь, то он вас как минимум защищает. Он может быть хороший служивец, сослуживец, хороший игрок. В разные игры, особенно которые требуют интеллекта. И вообще человек, который может, в принципе, быть белым и пушистым котом, если не доводить его до озверения. Такой какой-то он у меня сегодня в этом потоке. Давайте посмотрим, а что у вас за ситуация с этим королем мечей. Для начала так коротко, да, будем пытаться минут по 10-12 на каждого короля посмотреть сегодня, чтобы не затягивать. Что за ситуация у вас с ним? Такой хоп, друзья, хоп. Если, смотрите, если вы королева, если вы женщина водной стихии, то вы друзья. А вот если вы королева не водной стихии, то у него есть подруга. То есть, соответственно, вы или друзья хорошие, или вы в треугольнике. Вот этот друг, да, это у нас, Паш Кубков, там, рыцарь точнее. Рыцарь Кубков, он тоже друг. Паш Кубков — это игрок больше такой, а это друг. Нейф — это рыцарь. А вот это здесь получается куча людей. То есть, и получается, если вы не вода, то у него есть подружка. То есть тогда вы в треугольнике. Если вы не вода, вы в треугольнике. И колесо фортуны у вас. Вас судьба свела с этим человеком. Прямо интересно, да? И я скажу так, это судьбоносный мужчина. Такой для вас. Мужчина судьбоносный, он не просто так у вас в друзьях, не просто так он у вас в закладках каких-то, не просто так вы с ним дружите, и не просто так вы с ним попали, даже если в треугольник, вдруг по какой-то причине, то это не просто так. Я об этом хочу вам сказать сейчас. Давайте еще пару моментов. Смотрите, здесь, скорее всего, кто-то есть лишний. Либо вы с ним хорошо поссорились недавно, да, то есть тройка мечей, прямо он разбивает вам сердце, делает вам бобо. Бобольно вам делает. Боболь бобіль та страждання приносить він вам, вашому серцю, він його розбиває на шматочки. Що тут робити, да? Посмотрите, если вы вдруг недавно с ним поссорились, вы можете легко и помириться. Легко. Можете пока что легко помириться. То есть, смотрите, что между вами? Между вами долгая такая дружба, хорошие отношения, судьбоносные. И судьба не просто так вас свела. Но либо вы поссорились с ним, либо у вас есть соперница. Треугольник, и он разбивает вам сердце. Давайте посмотрим, а что он думает сейчас, да? Что думает этот король? Первая его мысль. Говорит себе спокойно, все под контролем.
ты контролируешь ситуацию, а не ситуация контролирует тебя. Ну, окей. Он считает, что он контролирует ситуацию, и он считает, что он справится, да, вот с вами и вообще и с этой ситуацией. И вдруг, если есть какая-то там соперница у вас вдруг, то он считает, что он с двумя кошками очень легко справится. Вот об этом. Давайте, что еще думает. Скучает по вам, и что-то он приуныл как-то. Приуныл. А почему он приуныл? Давайте посмотрим. А его к вам тянет. Видите, Паш. И, кстати, я вам скажу, у него к вам сексуальное влечение. Именно вот вы его держите сексом. Ну, и ок. Это хорошо для вас. То есть, пусть это пока будет. Ну, как минимум, энергетика сексуальная на вашей стороне. Ага, а внизу десятка мечей. Якщо тільки якась курва або подлюка не нарубила вам чогось, да? Ну ладно, давайте. Мы сегодня не делаем диагностик каких-либо, да? Давайте посмотрим дальше. Что в его чувствах к вам? Так, он думает, чтобы заявить о себе, как-то напомнить о себе. Он, кстати, если вы хотите, чтобы он вышел на связь после долгого молчания, ставьте на паузу, пишите. Вызываю. Там можете имя написать или вызываю его на связь. Пусть будет как вызов на связь этот вот расклад. Свеча, он, видите, у нас, кстати, свеча догорает сегодня. Если вдруг на вашем раскладе погаснет, загадайте желание. Дальше. Что чувствует к вам? Давайте сюда. Да есть у него к вам чувство. Он не просто так. Смотрите, здесь куча чаш. Судьбоносный мужчина. Да, там поссорились. Да, может быть, все плохо сейчас. Оно поменяется. Смотрите, какой волшебный код. Испытывает к вам чувство. Его тянет к вам. Ну, ок, отлично, прекрасно. Да. И знаете, вот он, Паш, вот она, шестерка огня. Я вам скажу так, у него к вам есть вот такое вот, смотрите, у него к вам лежит душа. Вот его душа расположена к вам. Я вам так скажу, вы не просто вот у вас судьбоносные отношения, они не кармические. Это вам судьба была встретить родственную душу. И он это чувствует. Смотрите. Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей. И... это пажи, да. Ну, сейчас, секундочку, я посмотрю, это пажи или нет. Я вот чего-то я сегодня я растерялся. Я специально гляну, я извиняюсь. Что так, да. Чем-то я... Нейф это ж паж, по-моему. Или рыцарь. Нет. Нейф это паж. Здесь чувство он испытывает. И здесь он к вам тянется, и здесь он к вам потянется. Пажи. Смотрите, оно у него как бы все несерьезно. Все это пажи. Нейвзы это пажи, я извиняюсь. Неважно. Здесь друг все равно он идет. А здесь по пажу он хочет к вам. Все равно его тянет. Он хочет заявить о себе. А здесь по пажу он хочет проявиться. Да, вот он в чувствах. Ему вот что он чувствует? Что ему не хватает материи. То есть вот здесь секс, да, я говорил, а здесь вот материя. То есть ему нужен физиологический контакт с вами. Понимаете, в чем дело? Поэтому я вам так скажу, что с этим мужчиной, даже если вы поссорились, его к вам телесно будет тянуть. А вас, кстати, к нему тоже. Ну, тут смотрите. Если вы подозреваете, что он вас приворожил, это может быть. Вот у него просто такая энергетика сильная. Но я вам скажу, что и вы его приворожили. У вас тоже достаточно сильная энергетика. Ну, так вот. Если вы знаете и гадаете на мужчину, которого точно знаете, что это водолей, близнец или весы, которого увела женщина, его все равно к вам тянет еще. Все еще имейте в виду. Вот тянет. И вот это вот тоже все еще тянет пока что. Так что сильно вот не вешайте нос, как говорится, не опускайте руки. Хорошо. А что он планирует делать? Давайте вот. Оп. Вот упало то. Что упало, то и смотрим. Ну вот здесь может, во-первых, у него что-то с деньгами. Может быть какой-то раздел. Может быть и вашим, и нашим. У меня вот есть такой поток отсюда. Что он планирует делать? Он хочет все разделить. Что планирует делать? Если он женат, то может уйти от той женщины, с которой он сейчас находится. Имейте в виду. Но если это, получается, ваша соперница, его жена, то он тогда уйдет к вам. Ну и, соответственно, наоборот. Да? Если он ваш муж, он может уйти. Рискуете. И да, он может уйти. А уйдет он от королевы Пентаклей, друзья. Поэтому смотрите, он уйдет от королевы Пентаклей. Смотрите,
все-таки здесь такое вот больше о треугольнике, где есть жена и муж. Вот, и мужчина рискует уйти или может уйти. И, ну, пока такой риск есть. То есть я не говорю, что это 100% здесь. Но вероятность какая? 50 на 50. Поэтому если это ваш муж, то ну, может уйти. Если это муж другой женщины, к вам может уйти. Тогда ну, уйдет он от королевы Пентаклей, скорее всего, королеве чаш. Почему-то у меня такое идет. Как минимум здесь королева Пентакли это Телец, Дева и Козерог. Королева чаш это чтобы вы были, ну, ориентиры имели. Это Скорпион, Рак и Рыба. Хорошо, давайте, будете ли вы вместе, быстренько посмотрим. Шансы быть вместе у вас сохраняется, но деньги здесь имеют очень сильное значение. Видите, посыпались монетки у нас. Еще одна карта, как бы обида. Может быть, где-то нужно отдохнуть и взять паузу пока что. Судьба не судьба, давайте спросим. Судьба не судьба. Ну, здесь все очень сильно поменяется. И в какую сторону? Давайте последнюю карту. Ну, не в лучшую сторону. Вам нужно готовиться к какому-то серьезному испытанию. И ваши судьбоносные отношения, вашу дружбу, ваши родственные души судьба будет испытывать на 101%. И вы попадаете в идеальный шторм в ваших отношениях. Ну, вот такой вот у нас сегодня король мечей. И мы движемся с вами дальше, друзья. Давайте посмотрим следующего короля. А что вы чувствуете после расклада и как у вас с вашим котом или мужчиной? Напишите мне в комментарии. Король Пентаклей, он же Телец, он же часто король Бубновый, он же муж. Да? Кто такой муж? Да? Муж это заместитель любовника по хозяйственной части, да? Или по финансовой, да, есть такая пословица, шутка такая. Но он же Дева, он же Козерог, такой обычно это флегмы, обычно это сангвиники по темпераменту. Обычно люди, которые спокойные, никуда не торопятся, умеют сидеть одной попой своей котячей на двух стульях, кстати. Может, вообще по этой карте он закрывает глаза на все неудобства или на все разногласия. Такой, ну, больше флегма почему-то. Хотя он хвост трубой у вас держит, это да. Хвост трубой. И может, и, кстати, вот почему-то этот у меня мужчина может держать язык за зубами. Вот. Напишите, у вас вот ваш король Бубновый, ваш кот, да, ваш Телец, Дева или Козерог, он у вас молчун или он у вас болтун такой, да? Давайте посмотрим. Давайте, что у вас происходит, просто посмотрим, о чем, что у вас за ситуация такая. Ого, у вас вообще все роковые события прям. Он у вас или умер, или умирает, или ушел куда-то, или вообще у вас в отношениях все меняется вообще. Видите как? Сразу 13-й аркан. Ну, как бы давайте, что у вас происходит? Понятно, что общий расклад. Ну, у вас, як кажуть, повна дупа гарбузів, да, то есть все плохо. Ну, плохо. Давайте смотреть, что плохо, как плохо, почему плохо. То ли плохо с деньгами, то ли не видите вообще перспективы впереди. Вообще вот такое. Может быть, какая-то баба влезла. Вот тут вот именно такая, знаете, какая роковая женщина, может, влезла в ваши отношения. Если только не вы роковая женщина здесь. И, ну как вам сказать, вы тогда, если будете сильно давить на него с точки зрения финансов, ну, рискуете потерять все. Вот здесь, знаете, как вот, если вы его хотите как бы захомутать, как женщина, вряд ли у вас получится. Ну, дальше давайте смотреть. Да, тут смотрите. Вопрос со здоровьем может быть у этого мужчины. У вас тоже со здоровьем может быть проблемы. Вопрос в деньгах. То есть у вас что объединяет? Здоровье, деньги, претензия финансовая. То есть для вас этот мужчина просто может быть дорог. Вот там у него там имущество, у него там бизнес. Он просто богатый, он вас содержит, обеспечивает, помогает. Ну, неважно как. Вы можете быть, кстати, любовниками, и у него может быть любовница. Вот она. Вот эта любовница. Причем она как бы тоже может быть роковая. Тут по сути роковая женщина, которая все портит. Почему-то вот такое у меня идет. Но давайте, а что он думает о вас?
Что он думает о вас? Давайте посмотрим, что думает о вас этот мужчина сейчас. Да он больше думает, как бы... Он вообще думает о ком? Да, он думает о королеве мечей. А королева мечей — это весы, близнецы и водолей. Он думает о водолее, и он хочет к ней вернуться. По сути, если вы водолей, весы или близнецы, он хочет к вам вернуться. Ни с того ни с сего он хочет появиться на вашем пороге, съездить к вам. Ну, как бы он хочет повидаться с вами, по сути. Если это не вы, то он думает вообще тогда, ну, если вы не король, не водолей, не воздушный знак, то он может вас оставить в покое, вообще уйти от вас, бросить вас просто и все. Давайте посмотрим его чувства к вам прямо сейчас. И это, знаете, как оно может произойти внезапно, ни с того ни с сего. Тут и дурак, и смерть, оно рядом, то есть как бы... Ну, вроде бы было бы все и хорошо, и стабильненько, а потом так хлобысь, и все плохо резко. Да, и вы уже или вдова, или одинокая женщина. Ну, поняли, да? То есть он или умирает физически, ну, как бы, или он просто уходит от вас, бах, и ушел. Да, давайте посмотрим его чувства к вам. На каком бы он свете ни находился, в каком бы он состоянии ни находился, давайте его чувства посмотрим. Он какой-то, он далеко от вас. Его чувства от вас отдаляются, как будто они не с вами. И оно что-то... Посмотрите, прям десятка и шестерка, 16, башня. Как будто он разрушил свои чувства. Или он разрушил ваши отношения. Или он как будто бы отдаляется от вас. И знаете, как это же конец кармы. Это уже отработанное что-то. Оно уже ему и не надо. Все. Вот оно. Но мне не надо здесь. Ему все по барабану. Понимаете, в чем дело? Вот. Он, знаете, он в чувствах, такое у него ощущение, что он свое получил, и ему больше хватит. И смотрите, 16 это башня, 14 урегулирование. Он как будто бы для вас умер, реально. Вот оно. 14 это переселение душ, а вообще, если 16 плюс 4 это 20, это страшный суд. Друзья, вот вообще какой-то мужчина какой-то, или это покойник, который уже ушел из жизни. Ну, общий-то расклад, и тут два варианта может. Либо мужчина, который для вас уже... Ну, по сути, он умер, он для вас, может быть, и имеет значение, но вы для него значения уже не имеете. Понимаете? Вот. Поэтому неважно, он живой или он уже как бы покойник, он все равно, он уже, ну, как бы вы с ним эти отношения прожили. Да? То есть, скорее всего, это, может быть, были кармические отношения, которые подходят к концу. И каждый должен остаться при своих интересах. Но вы при этом, скорее всего, требуете чего-то от него. Ну, или, может, он от вас сильно много требует, да, вот в финансовом плане. Там, я не знаю, может, что-то делите. Может, детей, может быть, там, имущество, может, все вместе, да, наследство, там, что угодно. Здесь такое, что в чувствах, что он как бы все. Вот, слышите, родилось, да, вот все. Он в чувствах говорит все. Ну, все-то все. Хорошо, ладно, давайте еще посмотрим. А давайте посмотрим, вот что он планирует. Ну, а что тут можно планировать? Опять все, что ж такое, сегодня какая-то делюшка. Помните, как Шариков, да? Взять все и поделить. Да, что вы, ну, как бы, о вашем мнении, да, взять все и поделить. И здесь все какое-то разделение. Ну, что-то он планирует. Часть оставить себе, а часть, может быть, оставит вам. Может быть, да. Давайте смотреть, оставит или нет. Только через конфликт. То есть, если дележка детей, конфликт. Если дележка денег, конфликт. Рыцарь пошел. Тройка кубков. Знаете, вот в его планах, он, как бы, знаете, ему выгодно тянуть резину. Слышите, вот у меня сейчас такой поток, ему выгодно тянуть резину и удерживать вас в этой ситуации. Вот в этой. Ему даже будет выгодно тянуть резину, затягивать суд, адвоката, вот такое, вот в этом вот. Вас с этим человеком вообще, если он уходит от вас, да, или, условно говоря, умирает, у вас появляется куча проблем. Куча проблем. Давайте посмотрим, как вы будете выходить из этих проблем. Видите, смотрите, этот расклад, он чем-то идентичен этому королю, кстати. Но они не пересекаются, просто карты выпадают похожие. Короче, вам придется тратиться очень серьезно.
Финансовые расходы вас ждут. Далее. Не исключу, я не делаю, опять-таки, сегодня каких-то диагностик магических. Если надо, посмотрите у себя там или мой другой расклад общий, или закажите личный. Здесь еще та соперница, которая может быть возле него, ну, вдруг, если она есть в вашей ситуации, то она вам будет ставить палки в колеса, вплоть до того, что там и физически, и магически, да, гадить вам может. Ну и здесь вот не без всех подлостей мира может обойтись. Семерка мечей, она обычно о кражах, крадниках и всяких подлостях, коварствах. То есть вас еще может ждать, если это там действительно любовница какая-то есть или жена его, то конфликт, вот в общем, смотрите, женщина земная, Телец, Дева и Козерог будет воевать, скорее всего, с Овном, Львом и Стрельцом. Ну, либо по характеру такая женщина. Одна очень такая статичная, а другая прямо... Короче, одна статичная блондинка, а другая огненная, рыжая там, или светловолосая. Ведьма, условно говоря. Да, вот так. Финансы здесь играют ключевую роль. И здесь еще есть и Водолей. Но это больше аспект... Или Весы и Близнецы. Но это больше аспект суда, хотя здесь может быть и аспект вдовства, и аспект разведенной женщины. Но Водолей, Весы и Близнецы женщина тоже может быть. Возможно ли спасти эту ситуацию? Давайте проверим. Жрица. Ну, информация эта закрыта. Она больше просто намекает на, может быть, какую-то магию. Ну, как вам сказать, возможно ли здесь спасти ситуацию? Ни да, ни нет. Вам, ну, давайте так скажем, вы не должны это знать. Или вы не готовы это знать. Такое. Или, я вам скажу, вряд ли вы ее спасете вот так вот. Вот первое. Вам это не надо было узнать сейчас. А во-вторых, ну, давайте так скажем. У вас очень серьезная соперница, которая приложит все усилия для того, чтобы вы не спасли эту ситуацию. Чтобы вы как можно у вас сильнее болела голова, вы сильнее запутались, как можно сильнее потратили свои силы минимум на адвокатов, условно говоря. Да? Ваш ли этот человек, стоит ли за него держаться? Ну, это император. Ну, император это тут, знаете как, тут ставки высоки. И я вам так скажу. При вот этом всем вы как бы, этот вопрос, он не для вас. Стоит ли за него держаться? Тут уже вопрос, отпустит ли он вас. Вот этот вот момент уже, он больше ваш. Да? И его, может быть, и стоит смотреть на личном раскладе. Ну, вот такой вот король бубновый у нас сегодня неоднозначный какой-то. Мы их сюда будем прятать под четки. Движемся с вами дальше, друзья. И мы приближаемся к следующему королю, который у нас сегодня на связь выходит, чтобы поговорить о своих мыслях, чувствах к вам. Король кубков. Мужчина неоднозначный. Иногда он эмоциональный. Чересчур прям. Иногда он вспыхивает. Иногда он кипятится, иногда он... Вот он не пылит, никогда не пылит от слова пыль, да, но вот он парует, да, он кипятится, да. Ему часто сносит крышу, да, вот такой вот человечек. Давайте. Он у нас кто? Получается, больше водная, да, стихия. Это скорпион, это чистый скорпион. Рыба, рак. Но вот он, знаете, как он... В чем его вот особенность в ваших отношениях? В том, что он нестабильный. Вот он реально нестабильный. Он то в одну сторону, то в другую. То в одну сторону, то в другую. И он на эмоциях постоянно. То есть, если бы я сказал, что кто спокойнее в вашей ситуации, ну, вы, естественно, спокойнее. Не он, а именно вы спокойнее, да? И... Он вроде бы вот сейчас у меня такое ощущение, что он к вашей стороне склонен, да, он больше ваш друг, нежели друг чей-то, да, то есть он больше на вас обращает внимание, нежели на там еще кого-то, там на маму, на сестру, на другую женщину там и так далее, да, то есть он как бы сконцентрировал внимание на вас. Давайте его ситуацию посмотрим с вами.
Я вам скажу так. Вы пламенные близнецы, родились друг для друга. Вы какой-то имеете хороший шанс на здесь и сейчас. Вот просто классный шанс. Должен быть выход из ситуации в лучшую сторону. Я не люблю говорить, что мужчина что-то должен. Мужчина вам ничего не должен, но он может проявить инициативу. Внезапно открыться, там, предложить руку и сердце. Если вы там планировали детей, сказать, давай будем рожать. Да? Ну, вот такое вот. Тут, знаете, он вам должен, не должен, а может предложить какой-то прям подарок. Прям подарок судьбы. Ну, не сколько подарок судьбы именно, но меняющий реальность вашу. Этот мужчина может поменять вашу реальность. Все. Больше я вам тут ничего не скажу. Особенно, если вы пламенные близнецы, родственные души, вот в таком стиле. Но больше здесь не о родственных душах, а о пламенных близнецах. Я могу сказать так, что, скорее всего, вы родились друг для друга. А этот человек очень много может сделать для вас, этот король. Это может быть не обязательно отношения какие-то. Это может быть человек, на которого вы просто гадаете и проверяете его, да, смотрите, что карты о нем расскажут, да. То есть это может быть совершенно другой человек, о котором вы сперва загадали кого-то, да, а потом выяснится, что это другой человек. Я вот так вот хочу сказать. Ну вот теперь смотрите, что он думает о вас сегодня. Ну, он думает о вас постоянно. Туз мечей, кстати. Сейчас посмотрим, он хитрит или он просто что-то такое готовит, какой-то сюрприз. Он запутался. Он просто запутался. Он хочет решить какую-то задачу, которую он пока что не в силах решить просто. Он просто вот не в силах решить. Смотрите, туз мечей, он думает многое о вас. Он вам то говорит правду, то не говорит правду, и оно ничего не решается, понимаете? То есть, он неплохой человек, он просто он вынужден вам врать, потому что ничего не может поменять. Давайте посмотрим, он вам врет из хороших побуждений или из плохих? Он вам врет из-за женщины, но тут два варианта. Либо вы сильно горите им, да, потому что, тут я говорю, что пламенные близнецы, оно похоже, тут огонь. Либо у него есть женщина, о которой вы не должны знать. Либо вы просто давите на него сильно. Он вам врет из каких побуждений? Из-за того, что женщина сильно на него давит. Может быть, он чувствует эту власть сильную. Но он вам врет из-за женщины. Это раз. И если вы точно знаете, что у него там никакой женщины нету, тогда это вы. А если вы не знаете, то там может быть и жена, и кто угодно. Тут такое кошка за черной кошкой, условно говоря, да, то есть спрятанная какая-то львица. Может быть, она светская львица, да, там. Вот. И скорее всего, если он ее прячет, да, то есть он вам не дает, может не давать даже знать, то, соответственно, может у него какая-то госпожа есть, может быть какая-то директриса. И лучше бы они и не знали. Тут вот такая ситуация, где меньше знаешь, лучше спишь. Кстати, вот это вот карта. Меньше знаешь, лучше спишь. Как минимум он думает о вас много скрывает, много не говорит вам правды, может скрывать женщину, но все равно у него женщина не выходит из головы. Это и вы, и если у него вы знаете, что никого нет, тогда это вы. Но он не может вам все равно сказать правды. Давайте спросим, что он не может принять, что он не может решить. Не может все изменить. Он не может изменить жизнь свою. Пока что, во всяком случае. Он не может очиститься, не может все бросить. Не очистить. Вот это очищение карта всегда. Искупление греха. Он не может он что-то не может простить. Вот почему-то у меня вот это приходит сейчас. Не может простить и все. Давайте спросим, что не может простить. Общий расклад, но вы увидите в карте. Я вам подскажу, а вы сделаете свой вывод. Он не может простить и отпустить то, за что он вцепился. Это что-то, то, что он вцепился, оно материальное. Его можно держать в руках. Деньги, наследство, квартира, город, страна. Он как будто бы, знаете, он вроде бы уже и взрослый, этот человек.
Он вроде бы и не глупый. Он вроде ваше пламенное там близнецо. Да, пламенный близнец. Он вроде и может быть сильным. Но какая-то чара, что ли. То ли это мать на него действует, то ли он заколдован какой-то ведьмой. То есть этот человек при наличии большого количества позитивных каких-то светлых частей, вот вы даже вот как будто бы вот, ну реально, ну, на вас посмотришь, ну хорошие ж карты, да, и солнце, и победитель, и мир, да, вот рождение чего-то нового, просто прекрасные карты, да. При этом у него прям такой какой-то там трэш в голове творится. Может, он у вас там любит залепить, там, я не знаю, шампанского, там, ну, алкоголь или там вещества какие-то, да. И он за это держится. Но он держится как бы не за алкоголь. Алкоголь это как подпитывающая там лярва, условно говоря, да, как паразит в нем находится. А он вот просто вот не хочет это менять, вот, ну, потому что я, например, король. Я же мужчина в конце-то концов. Да, вот шестерка тут. Ну, он как бы не может сдаться женщине, вот если вы знаете, что там как бы женщины нету, ну, даже если вдруг она и есть, но она особо погоды не портит вам, да, то есть такие отношения, где вы вроде допускаете, как женщина, что у него может быть кто-то, но это для вас не соперница, по сути, понимаете, да, то есть она там, женщина играет, та же соперница, она будет играть уже вторую, ну, скрипку, и вообще она будет вторую план играть, то есть она не важно здесь, да, как он цепляется за что-то. Работает с ним, ну, по сути, я думаю, что у него идет что-то по материнской программе у этого мужчины. И оно как бы ему как якорь, крючок, маятник. Но я не буду сейчас делать диагностику, опять-таки, сегодня не диагностический расклад, а просто, да. Хорошо, давайте посмотрим, что в его чувствах. Мы зацепились за него, что вот за его душу полезли. Да, вот в ваших чувствах что у него? А что ж такое у нас в чувствах? Он опять, он какой-то, во-первых, одинокий, видит вас отдельно от себя. Он реально, у него и мысли, и чувства все по мечам идет. Смотрите, это мы тут дополнительные карты ложили. А вот смотрите, мысли продолжают и чувства мечи. Он как бы хитро петляет, да, там где-то в уме, да, и хитро остывает к вам. Хитро остывает, да, слышите? А он реально хитро остывает. Нифига себе, тут покойник сегодня. В чувствах он как будто бы вас хоронит, что ли, такое. Или себя он хоронит. Давайте еще одно. Ого, нифига себе. И у него, знаете, какой-то садомаза. Вот это же опять паш мечей, да. Смотрите, у него что мысли, все по мечам, холод, да, идет. И оно такое штыки. Он как, по сути, он должен на вас... Я не знаю, что у вас вообще произошло. У вас что, мир перевернулся или что? А у вас реально мир перевернулся. Вот они. 20-й, 21-й. У вас все по-другому. У вас резко все изменилось. У вас реально было классно, а стало вот с ног на голову. С ног на голову стало. И вот это с ног на голову, оно по сути, смотрите, все мечи. Туз мечей думает, хитрит, принять не может. В чувствах у него он пытается успокоиться, но покоя-то ему нету по пажу. Паж мечей это всегда беспокойство, это всегда психозы, да, какие-то там, даже паранойи какие-то могут быть, да, он у вас, да, он реально может быть и параноиком, да, реально, смотрите, туз мечей, паж мечей, он от одной крайности в другую крайность, от одной крайности в другую, при том, что при всем у вас уже голова болит, но вы пытаетесь быть спокойны. Вот поэтому вы спокойны и воспринимаете, и даже если кто-то есть, это там мать или еще какая-то женщина, вам по барабану. Вы как бы концентрируетесь именно на нем больше, да. Но в чувствах у него к вам, я вам так скажу. Во-первых, он остывает. А во-вторых, ему не дает покоя ваше спокойствие. А почему, не знаю. Ну, это уже общий расклад, да, я не буду здесь уже там углубляться, чтобы время не тратить ваше и свое. Ну, давайте уточняющие карты. Что это за королева такая? Королева это из прошлого. Женщина из прошлого, которая не дает ему покоя. Что это за покойник? Покойник это семья его. То есть он хочет как бы успокоиться по большому счету. Ему спокойнее было. Видите, чувства идут. Пошли чувства, но они в глубине туда, да, внизу, как поясняющая идет. А мысли и чувства у него все по воздуху, по разуму.
Я вам так скажу, у него материальное владеет им больше, чем духовное этим человеком. Вот это вот, скорее всего. То есть это человек интеллекта, хотя он, по сути, король кубков. И, ну что духовное, да, как духовное может тут проявляться. Какие-то семейные ценности могут быть. Семейные программы, родовые программы. Смотрите, опять вот этот код, он у меня 3-й раз уже сегодня выпадает. Что его напрягает? Его напрягает очень сильно финансовый вопрос, очень сильно работа, деньги, финансовый поток, успех. И его может останавливать, именно останавливать прошлая семья. Вот это вот здесь оно сильно очень проявлено. Давайте посмотрим пару вопросов. Его планы на вас, да? Какие он планы, что он планирует? Он будет пытаться манипулировать перспективой и конфликтом. То есть, смотрите, он будет пытаться манипулировать между перспективой и конфликтом. Вот перспектива, вот его перспектива, вот конфликт. Конфликт, перспектива. Он будет выкручивать так, как будет выгодно ему. И этим он будет пытаться играть с вами. То есть, по сути, вы на пороге конфликта, который может взорваться вот-вот, внезапно. Да? И этот конфликт выгоден именно ему, а не вам. И чем спокойнее вы будете в этом конфликте, а если он уже взорвался, то вам этот конфликт нужно спокойно урегулировать. И если вы пойдете магическим путем, вот часто ко мне обращаются именно вот за таким, да, то тут нужно просто хладнокровно действовать, просто спокойно и пробовать это, если вы этого никогда не пробовали. То есть для вас это будет какое-то революционное, да, оно может получиться у вас, может не получиться, но вам придется это пробовать, да. И чем хладнокровнее вы будете в этой магии, да, условно говоря, тем больше шансов у вас на, давайте так скажем, как минимум на укрепление этих отношений, на примирение. По сути, давайте спросим, есть ли у вас будущее с этим мужчиной. Император, смотрите. 3 кубков и дурак. Да, но оно должно начаться как-то с нуля, с чистого листа. Да. Очень хорошие карты император. 3 кубков, объединение и дурак. Все с чистого листа. Но оно как-то может произойти вот внезапно, ни с того ни с сего, и вот негаданно-нежданно. Да, это возможно. Можете ли вы быть счастливы вместе с этим человеком? Ну, здесь Кабалио, да, Кабалу. Да, можете быть счастливы, любимы, и в принципе над этим просто нужно работать. И этот человек для того, чтобы, возможно, вы открыли для себя не только его новый мир, но и свой новый опыт в новом мире. Скорее всего, где-то в мире магии и каких-то необычных приключений в вашей судьбе. Ну, вот такой почему-то поток пошел по этому королю. Не знаю почему, куда он так, откуда он у вас такой, да? Но что вы чувствуете, можете написать в комментарии. Мы уже движемся дальше и смотрим. Следующего короля. Почему-то коты у меня сегодня прямо эти разъезжаются. Не знаю из-за чего. Это, наверное, коты не любят жары. Да, кто же любит эту жару, да? Последний король, который такой, давайте его назовем Ричард Львиное Сердце. Возможно, он на R у вас, да. Может быть, он на R, там, Ричард, да. Может быть, он на L, Лев, да. Может быть, он на S, там, Сэр, да, Сэр. Но, тем не менее, человек, Овен, Лев или Стрелец любит поуправлять, поманипулировать, любит быть лидером. Это доминатор, это альфа. Альфа-самец. Это первый король, кстати, из всех королей. Он второй после императора, да, император там после мага и так далее. Но он, как минимум, хороший предприниматель, руководитель, политик, управленец. Нестабильный человек. Нестабильный. Давайте посмотрим, что за ситуация у вас. Семья, шанс. И вернуть шанс, вернуть семью, шанс сохранить семью. Может быть, это, кстати, человек из прошлого. Это 6 кубков. Может быть, какая-то прошлая любовь, бывший муж.
бывшие отношения, это бывшая семья, когда-то знали, может быть школа, может быть институт, вот такое. Но шанс на примирение, как минимум, шанс на продление отношений, шанс на удлинение отношений, шанс на долгое, на наконец-то в ожидании, да, наконец-то вот в ожидании 17. Здесь звезда, здесь с этим человеком у вас хорошая перспектива, особенно если вы его знаете, давайте так скажем. Ну, вот такая ситуация, да, даже если он женат, все равно в перспективе с ним может быть хорошо у вас. Давайте посмотрим, что думает. Ну, ничего не думает. Вообще ничего не думает. Здесь просто одни проблемные карты выпадают. Смотрите, во-первых, ему явно не до вас. Он явно не знает, что с вами делать. И если даже и думает, что если вдруг что-то будет, то для него это не... Ну, реально некомфортно, к сожалению. И я вам так скажу, здесь и четверка, и двойка, это вроде бы как дорога открыта, 6 любовь, и вроде бы вы как что-то чувствуете. Но к этой шестерке сразу добавляется пятерка, это 11, с одной стороны правосудие, с другой стороны сила. То есть, ну, у этого человека, если он в браке, то у него союз сильный, а если он не в браке, то вам нужно много сил потратить, да, для того, чтобы сделать это браком. И он не рассчитывает на вас вот прямо сейчас вообще. То есть вы в его планы не входите. Слышите, да? То есть он, ну, во-первых, или сильно обижен, или он вас не замечает, или он об этом не думает, или он об этом... Ну, вы для него пока не... Ну, лишний, явно лишний человек, и вот как бы он не может вас ни принять, не знает, что сделать, не смириться с этим. И вообще-то, когда он начинает думать о вас, у него просто болит голова, и он говорит: ой, не, я об этом лучше не буду думать, нафиг мне эта головная боль, да, мне и так хватает другой головной боли, да, своей, да, какой-то там другой. Давайте спросим, что в чувствах у него к вам сегодня. А что ж такое у нас сегодня это за какой-то, знаете, день разведенных, брошенных, никому не нужных, одиноких дам, да, пиковых дам. День пиковых дам, да. А что он чувствует? Что вы холодная. То есть, во-первых, он не чувствует от вас тепла, это раз. Во-вторых, он не чувствует, у вас нету с ним этой связи. Просто. У вас нету как минимум, он не чувствует вашего языка, он вас не понимает ни разумом, ни сердцем. Слышите? Что еще чувствует? Ну вот смотрите, здесь две семейные карты. Если это семейный человек, вы его с семьи вырвать вам будет очень тяжело. Это вам будет очень дорого стоить. Я вам сразу говорю. Вот он туз пентаклей сразу, да. Вроде бы, если это семейный человек. А так, если он не семейный, там имейте в виду, есть какая-то... Ну, какой-то сюрприз есть. Десятка пентаклей. Есть какой-то хранитель денег. Хранитель материи. Потерять которую он не может. Слышите? Здесь вот пятерка пентаклей — это расходы и болезнь, да? А здесь вот туз монет. А здесь четверка монет и десятка монет. И что он чувствует? Он может просто вам не доверять. Он может вас расценивать. Вот почему он вас не принимает, да, к себе. Не подпускает, не открывает свое сердце, да, вот такое вот, не идет на контакт или не сближается к вами. Он вас может расценивать как человека, который претендует на его материю. Вот и все, на его деньги, на его статус, как минимум, да. И все, что с этим статусом связано. Вот здесь именно эта ситуация. Не знаю, нужно вам или нет, но туз пентаклей говорит, что, наверное, да, какой-то бонус вы от этого имеете, как минимум в виде денег, да, я, конечно, не знаю, куда, как вы их планируете тратить, потому что деньги — это не всегда добро, да, ну, как бы, оно вроде бы как добро, но по-разному бывает. Далее, смотрите, его планы на вас, вот давайте первая карта. Смерть. Смотрите, 13 аркан. Смотрите, чтобы не получилось так, что вы как будто бы думаете, что вы им играете, чтобы он вас не заиграл, этот вот человек. Я вам так скажу. Этот человек может вовлечь вас в такую игру,
которую вы войдете с расчетом на то, что будете, ну вот, что-то иметь, ну, не знаю, ну, например, деньги, к примеру. Я привожу пример как деньги. Здесь больше монет. Или отношения, или деньги, отношения. То вот вы сами чувствуете, что вам больше. Но вот на выходе, что из этого получится, во-первых, скорее всего, зависит все от мужчины. То есть вы влиять там не будете. Здесь 14-й аркан — это алхимия. И вот что он планирует? Он планирует вас заманить. Заманить в некий процесс, управлять которым может только он. Да и то я, пока не знаю. Здесь алхимия, а здесь смерть. Да, я не вижу здесь прямо мага. Но он вроде бы как что-то может. Да, но он же король жезлов все-таки, да, он вроде уже что-то умеет. Какой-то магией, да, условно говоря, каким-то искусством. Он насыщен, наделен. Но давайте посмотрим. 13-14 аркан. Вот 13-14 как раз и выходит. Вот получится что-то из этого или нет? Вот так вот зададим вопрос. А получится ли из этого что-то? Здесь получится однозначно боль, страдания. Сможете ли вы, вот как, знаете, вытерпеть это, да, пережить это? Сможете ли вы это пережить? Большой вопрос, эту боль. Он от этого получает дивиденды, да, вот он выиграет от этого. Но он точно не проиграет. Смотрите, вы рискуете с ним войти в такие отношения. Вот он, Паш, которого не хватало нам сегодня целый день. А он, кстати, был в первом раскладе, можете глянуть. Вы входите в отношения, в которых он точно не проиграет. И имейте в виду, вряд ли он пожертвует чем-то финансово. То есть он здесь, в этих отношениях, ни деньги, ни ресурсы, то есть он вкладываться в эти отношения вряд ли будет, к сожалению. Как минимум на здесь и сейчас он играет главную скрипку и будет приносить вам боль. Стоит ли продолжать? Да, может, это какой-то промежуточный расклад. Тут из старших арканов у нас идет 13 и 14. Все, больше старших арканов нет. Поэтому на здесь и сейчас мы находимся с вами в каком-то моменте, с одной стороны, смерти, а другой алхимии и переселения души. Может быть, сейчас все меняется. Давайте посмотрим, стоит ли подождать. Потому что вот здесь и сейчас, если вы к нему подойдете, возьмете его как кота за шкирки, да, вот, и скажете: а ну-ка давай-ка я тебе трухану, и сколько из тебя посыпется, условно говоря, золотых монет, да, то есть ваших желаний. Сколько он будет реализовывать этих желаний. С него ничего не посыпется. Мало того, вы попытаетесь взять его за шкирку, да, как кота. Получится так: или вас током стукнет, ударит, да, током электрическим, или он вас еще там как-то жезлом огреет, да, дубинкой огреет и не даст вам это сделать. А если в перспективе, да, вот, сейчас вы проигрываете как бы ситуацию, он вами управляет. А в перспективе стоит ли за это держаться? Маг, магия, тройка пентаклей и цель, кабалио, да, рыцарь. В перспективе, возможно, что-то поменяется. И я вам скажу так, этот человек не отпустит инициативу. Здесь маг выпадает. Смотрите, король жезлов, он полностью контролирует весь процесс. Даже вряд ли там, вряд ли какая-то там, давайте скажем, вряд ли какая-то женщина на него влияет вообще. То есть вот он реально знает, знаєте, є таке гарне українське прислів'я: хазяїн зна, що кобилі робить, да? Ось тут він точно знає, що він робить той кобилі. Розумієте? Поэтому здесь, давайте так скажем, он действительно заинтересован, чтобы вы в этой игре, давайте так, назовем это игрой пусть, да, в этом процессе находились как можно дольше. И он точно ничего не теряет. Можете ли вы быть счастливы? Давайте посмотрим, есть ли здесь счастье. Восьмерка кубков. Я не вижу здесь счастья. Раз. Я вижу, здесь все измениться должно. И здесь, знаете как, можете ли вы быть здесь счастливы, если только не претендуете на что-то материальное. Только духовное здесь. Кубки — это не материальная карта, и
У меня, знаете, такое ощущение, что для чего-то вам этот мужчина дан... Видите, а тут восьмерка монет. Вам этот мужчина дан для какой-то трансформации очень мощной. И он вас очень чему-то научит, и, скорее всего, он вас научит и откроет, скорее всего, вам понимание истины. Он откроет вам понимание истины. Видите, пошли старшие арканы, а понимание истины он вам откроет, когда его рядом с вами не будет. И что он именно может открыть вам? А он вам откроет долгий путь к чистоте. И, скорее всего, либо он избавит вас от чего-то, либо после него вам придется избавляться от чего-то, для того, чтобы ощутить и пустоту, и спокойствие, и чистоту. Вот почему-то такой расклад. Он немножечко на минорной нотке, но это отношения, которые вас очень научат очень многому, особенно если в отношениях концентрация на материи, на деньгах. Ну и мужчина выбран как ставка, как объект или ставка, да, на успех в материальном. Да, вот такое. Но, тем не менее, все пути хоть и ведут в никуда, но этот путь ведет к очищению и красоте, а также к истине, которая именно вот чистой женщине, да, вот, то есть в конечном пути здесь откроется чистая женщина, да, которая, может быть, шла к себе очень долго, а может быть, просто предстанет в этих отношениях перед этим мужчиной или для этого мужчины совсем в другом понимании і образі. Світла вам та вашому всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та всесвіти, які оточують вас, і допомагайте силам чистоти та світла робити цей світ ще чистіше та світліше. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і до зустрічі. Па-па.